И еще раз о чувстве цвета. Ну что ж, если ахроматический рисунок традиционно считается полем для формы, то в живописи приоритеты часто смещаются вплоть до полного уплощения отдельных деталей. Чтобы что-то уплощать, надо как минимум уметь это рисовать объемно. Как использовать цвет, каждый художник решает сам. Можно пожертвовать формой и пространством, усилить, выкрутить цвет, наоборот, разбелить или отнести ему вспомогательную функцию. То есть именно цвет может быть тем, что заставило написать картину, а может он лишь помогает тону, светосиле сделать свое дело. Говоря о цвете, мы, конечно, говорим о сочетании цветов. Один цвет редко бывает самодостаточным. Даже насыщенные, но монохромные картины Пикассо заставляют нас искать смысл в формах, а неяркие картины голландцев обнажают как раз разницу между теплыми и холодными, хоть и не особо цветными областями картины. Каждый цвет по отдельности может выглядеть некрасиво, но именно вместе они дают нужное ощущение сочности, яркости, свечения. Если грубо, то колорит, претендующий на имитацию реальности, то есть отражающий полноту светового спектра, строится на процентном соотношении трех основных цветов – красного, желтого и синего. Но это, конечно, не значит, что они все должны появиться в чистом виде на картине. Клод Моне, занимающийся последовательными экспериментами в области цвета, использовал в какой-то момент эти три базовых цвета, но и тогда вариативность каждого была очень важна. В июне 1905-го, описывая свой ограниченный красочный набор Дюран-Рюэлю, Моне упоминал помимо свинцовых белил, кадмий желтый, киноварь, теплый краплак, синий кобальт, изумрудную зелень, виридоновый. Вот и все. Не думаю, что можно сделать еще что-то ярче и лучше, имея другую палитру, писал он. В 1890-х, пытаясь уйти от сюжета, четкого контура, деталей, пытаясь представить саму красочную поверхность как законченный, вполне независимый художественный объект, он писал Руанский собор, накладывая краску слой за слоем, используя в качестве базы свинцовые белила, наносил некоторые краски прямо из тюбиков, то в притирку, то напластовывая мелкие мазки, то подмешивая их к невысохшему слою, то поверх просохшего. Всего более 20 слоев. Не просто а-ля прима. Это был осознанный, длительный эксперимент, предвосхитивший абстрактную живопись. Эксперимент на сочетание цветов, на поиск именно гармоничных сочетаний, да, но в то же время и на убедительность состояния, некоторого пространства, формы. Так что найденная цветовая концепция вполне могла лечь и в основу более традиционной реалистической картины. Но привело бы это к такому же эффекту? Вероятно, нет. Ведь когда мы выпячиваем одно из свойств объекта, мы получаем преувеличение, гротеск, и, соответственно, яркий образ. В данном случае для этого использовалась фактура и цвет. Итак, гармоничными считаются комплементарные пары. Основной двухсоставной цвет, то есть красный и противоположный на цветовом круге Иттона зеленый, состоящий из желтого и синего, например. Все знают, что такая схема – это, конечно, условность. Это завернутый в круг фрагмент, область, видимая человеческим глазом. После фиолетового не следует красный, дальше идут ультрафиолетовые лучи и рентген, а после красного также невидимые глазу инфракрасное излучение и микроволны. Смешивая красный и синий, вы получаете не самый вразумительный фиолетовый. Можно использовать похожий круг Оствальда с основными цветами голубой, малиновый и желтый. С черным это система CMYK, SMYK, но это тоже, по сути, варианты синего, красного, желтого.
Или можно вспомнить колористический квадрат ограниченной палитры старых мастеров. Ну, о нем я еще расскажу как-нибудь отдельно. Просто круг Иттона мы традиционно используем как схему для описания парных сочетаний. Не столь контрастными, но математически уравновешенными кажутся и пары двухсоставных и трехсоставных цветов. То есть, например, зеленого, синий плюс желтый, и коричневого, красный, желтый, красный, синий. По сути, это все тот же противоположный цвет, только протемненный, просветленный или слегка обесцвеченный. Ну и, конечно, разумное использование не цвета, черного, белого, серого, то есть оттенка, который трудно идентифицировать, некоего условного теплого или холодного серого. Да? Все это рождает необходимый контраст, в данном случае особенно ценен цветовой, и помогает усилить насыщенность желаемого фрагмента. Один цвет будет действительно гореть, если ему будут сопутствовать малоцветные фрагменты, малоцветное окружение, тогда как множество ярких цветов поубивают друг друга. Ну, как в той истории, когда Уильям Тернер поместил красный буй на массу серо-зеленой воды, и это был столь потрясающий эффект, что Джон Констебль, все добавляющий и добавляющий красного в своих персонажей, вынужден был признать свое поражение. Он выстрелил в меня, как он сказал. Таким образом, используя контрастные пары цветов, мы добиваемся желательных полярностей в области цвета. Этот конфликт, расположенный где-то в зрительном центре, логично привлекает внимание к вещам значимым в смысловом плане. При этом один из цветов главный, он в фокусе, а второй скорее вторичный, да, окружение. Используя главным более теплый цвет, мы автоматически создаем для пары и пространственную составляющую. Ну, теплый ближе, холодный дальше, соответственно. Теплый объект, холодное окружение. А еще проблема передачи света в реальном осязаемом пространстве связана с тем, что цвета при этом не могут выглядеть максимально насыщенными везде. Холодный свет из окна и даже яркий солнечный выбеливают, притупляют насыщенность. И если мы хотим добиться убедительности, придется искать компромисс между тоном и цветом. Искать максимальную насыщенность цвета где-то в полутонах, отдавая светам, бликам, ореолам приоритет. А в качестве гармонизирующего серого использовать не цвет, собранный, смешанный из основных цветов картины. Именно проходя через серый, проходя через зону с максимально малой насыщенностью, наш цвет поменяет теплохолодность, тем самым сообщая нам о повороте формы. Фактически он стремится поменяться до комплементарного. Итак, возможные цветовые стратегии – это гамма, аналоговые, близкие, но разные цвета, возможно, с небольшим акцентом. Это второе – это контрастные цвета, да, ну, обычно теплый объект, холодное окружение. И третье – это контраст цветного и нецветного. Это крайние концепции, они не обязательно должны быть слишком активны, ну, так вполне логично их угасание на периферии картины. Но эту самую общую стратегию цвета желательно почувствовать, увидеть, понять целиком, и полезно найти и зафиксировать ее уже на ранних этапах создания картины. Это, что называется, тот самый пристрелочный этюд на цвет. Ну и пока так.